Я всех приветствую. Меня зовут Виктор, я гипнолог. Со мной сегодня слипер Татьяна и еще с нами слипер Олег. Также он по специализации энергетический хирург. Сейчас мы все втроем поднимаемся наверх на совет для души, или по-другому называется как Божий суд. И я буду задавать вопросы про них. Подробнее узнаем. И мы уже поднялись. Мы сейчас на совете. Татьяна, давай спросим, что такое или кто такой вот этот совет? Совет– это душа, когда уходит в перевоплощение, она общается, именно это как инстанция приходит сюда, отмечается, подписывает договора или контракты Мгм. и уходит в перевоплощение. И совет также для души, которая идет уже именно в тонкий план. Это тоже инстанция для Мгм. души, когда взвешивается все плюсы и минусы, Мгм. то есть смотрится душою вся жизнь. Мгм. И совет для физического тела– это наблюдатели Мгм. за Хорошо. действиями физического тела, что он Ага. делает. Хорошо, Олег, давай спросим, какая миссия у совета перед Создателем? Советы перед создателем, то есть назначить для каждого человека определенную программу Мгм. для того, чтобы душа прошла свои уроки и получила тот необходимый опыт, который, ну вот, они, ну, как бы запланировали, да? Мгм. Э, Вот. Основная тематика для каждой души, она сама выбирает какие-то для себя вот, ну, как бы качества, да, которые она хочет приобрести. Мгм. Мгм. И вот они решают все вот, какие, то есть вплоть до мельчайших, деталей, да, то есть они, Мгм. Мгм. продумывают, весь сценарий, да, то есть вплоть до, ну, то есть очень, позитивных каких-то Мгм. моментов, вплоть до Мгм. негативных, то есть все, что связано с, то есть уже зависит от человека, а, на какую сторону он становится, да, тот сценарий проигрывается. То есть, изначально оба сценария как бы сразу прописываются. Правильно Хорошо, понял. Татьяна, сколько функций они выполняют, служа Богу, и какие? Бесконечность. Мгм. То есть они не могут сказать, у них очень много функций. А как они У это них все? функции следить, у них функции прописывать, у них функции писать, у них функции наблюдать, у них функции, то есть все, что касается именно физического тела, Мгм. души, и все вот как бы именно что касается темы души, как Мгм. Мгм. особая субстанция, это совет. Мгм. Татьяна, давай спросим, как они это все сразу успевают или как-то по очереди делают? И это для одного человека или для всех сразу они это делают? Значит, на первый вопрос, как это делают они, это Мгм. секрет. А, Они говорят: "Вы не поймете". не поймем. Мгм. Если они дадут сейчас это, именно как раскроют, Мгм. систему, это непонятно для нас будет. Это Ну, целая хорошо. наука. То Мгм. есть, Ну ладно, давай на второй вопрос. э, на второй вопрос, это значит, они выполняют эти функции, Мгм. служа Богу. То есть их много, во-первых. Совет- это не один, 2. Мгм. Их много, их, как армия А, специалистов. специалисты. То И есть, как они успевают это все делать- это армия специалистов. мгм. То есть они это делают для одного человека или для всех сразу, получается? Это для всех, каждый человек под контролем высших. Мгм. Каждый. То есть То это есть как от получается очень пункта, много советов, да? Как бы не один, а много их. совет-образ именно- это 3 человека. Вот Так. сейчас, в данный момент. Они нас вот сейчас приветствуют втроем. Мгм. Мгм. За ними армия. Вот, совет именно душу Мгм. посылают
все назначает, все проговаривается. То есть следят за человеком и за душой, все вместе, в комплексе, Мгм, мгм. за каждым человеком на планете. Понятно, понятно теперь. Мгм. Хорошо, Татьяна, давай спросим, могут ли они наказывать или поощрять душу человека? Да, могут. Это Мгм, их могут они делать. И наказывать, и поощрять. мгм. Олег, а давай спросим, а вот, к примеру, там, за что они могут поощрять душу? Ну, первое, что мне приходит, это обычно, когда человек начинает слышать своих наставников, свою душу, да, то есть он начинает Мгм, распознавать знаки, отклики, то есть мгм, он начинает, то есть чувствовать основную информацию, которую дают им, пытаются помочь там архангелы, ангелы, да, то есть информация, которая к ним приходит. мгм, И каждый раз, когда человек реагирует ну, то есть правильно, да, то есть понимает, мгм, расшифровывает, то вот, то есть ему дается понимание, да, он начинает осознавать вот эти все процессы. мгм, И с каждым разом вот и все радуются, как бы, да, то есть вот и он начинает поощрять, то есть давать понимание человеку, что он идет правильно, что он мгм, идет куда нужно, то мгм. есть что вот к свету и так далее. Татьяна, давай узнаем, а какие плюсы вообще вот от этого поощрения? У человека как физического тела? Но первый момент– это здоровье. Мгм, Это здоровье. Второй момент– это настроение, позитив всегда у человека. мгм, Третье– это складываются любые ситуации у человека в положительную сторону для физического тела. То мгм, есть нет никаких преград. Ему зеленый путь везде открыт. мгм, Вот, допустим, человек решил, показывать пример, устроиться на новую работу, мгм. поменять, да, и ему приходит сразу подарок от высших, М, что да, ты вот сюда можешь пойти, пожалуйста. И он приходит, и его берут как специалиста, мгм, проблем никаких нет, очень легко. То есть ему предлагают хорошую должность, ему предлагают именно как финансовую, да, то мгм, есть мгм, цифры обговариваются, то есть как зарплата, понимание для мгм, человека. Все, и все договариваются, вот показывают как пример. мгм, мгм. И так во Хорошо. всем. И Мгм. так во всем. Олег, а давай спросим, имеет ли человек право голоса перед советом? Да, конечно, имеет, да. То есть он может так же полноправно на совете сказать свое мнение, высказать М, свое, то есть желание и так далее. мгм. Да, А да, все. совет, как на это вот реагирует? То есть он его выслушивает, да? Да, выслушивает, да, то есть все пожелания, там, просьбы или же, Мгм, ну, то есть это идет равноправный диалог, то есть нету такого, что кто-то выше над кем-то, да, просто есть некое мгм, понимание, что это высший, да, который вот, то есть по уровню, да, так идет очень, очень, очень так, мгм. ну, А да, полноправно. И еще такой момент вот мгм, мне показывают, что э, человека, как бы, он начинает, когда он, ну, то есть понимает, как он понимает, что он идет правильно, да, то есть мгм, у него вот все, что он делает, у него начинает складываться даже лучше, чем он ожидал бы, да, то есть или запланировал себе, да, то мгм, есть у него начинает получаться, то есть мгм, люди более приветливые, ну, то есть каждый вот эти его шаг, он уже наперед уже прописан, да, грубо говоря, в лучшую мгм, сторону. мгм, Ну, то есть получается, что он не успел еще подумать, а у него уже это происходит и самым лучшим образом. Вот мгм, приходит к такому, да, то есть мгм, состоянию. мгм. Вот так вот. Татьяна, а давай спросим, а вот когда душа приходит, ну, перед тем, как воплотиться, вот она же приходит на совет, она имеет там право голоса перед советом? Да, показывают, да, право выбора есть, да. Мгм. Это кармические узлы. То То есть он, есть именно и какие кармические узлы. То то есть это есть, как рулетка. ага, рулетка, Человек, когда ага, как душа приходит на совет, душе совет говорит, да, мгм, э, тебе контракт или договор?
М, То есть, если это договор подписывают все души, мгм. это в понимании для нас, что он готов одевать физическое тело, душа, как пальто. Что воплотиться, ага, Да, здесь, на да. земле. Мгм. Если это контракт, Мгм. то именно как кармический узел, он более будет сложнее, М, более сложнее для физического тела. мгм. Мгм. И вот душа сидит, и совет спрашивает у души выбор. И душа выбирает контракт, и совет говорит, тебе сколько кармических узлов давать? Количество. Если тебе давать 5 Мгм. кармических узлов, то они будут вот такие вот, то есть по степени сложности. Мгм. Мгм. Или тебе давать только 2 кармических узла, но они будут очень, вот готов ли ты, Мгм. как бы вот Мгм. воплощение в этом, будешь пройти эти кармические узлы. Их будет всего 2, но они М, будут очень тяжелые, как бы по сложности, мгм. степень. А душа понимает, что вот они будут тяжелые и показывают это? Да, да, душа Мгм. понимает, осознанно идет на эти шаги, М, осознанно. мгм. И она подписывает. Ну, сейчас вот пример показывает Олег. Кого? Олег. Да, в принципе, у всех так. То есть здесь каждый, почему душа, она знает, почему. Она, понимаешь, когда она выбирает вот это свою программу, Мгм. она в предыдущей жизни, допустим, проходила одни программы, да, сегодня пришла, она выбирает другие, и с каждым разом она, то есть то есть те неотработанные вещи, да, но есть Мгм. она начинает улучшать, то есть это на улучшение качества души, на ее повышение вообще как, Мгм. то есть вот душа же как подразделяется? Она подразделяется на ее спектр, да, сияния. То есть вот Мгм. так вот, да. И с каждым разом, когда она проходит те или иные испытания, она начинает сиять более сильным спектром и так далее. То есть это ее, как бы, получается, Рост растет, да? ее рост, да. Вот так он, да, так он Мгм. отображает этот рост. Сияние, звучание, то есть вот это Мгм. Мгм. очень... То есть это, Энергетически. это, и это в космосе так энергетически, да, Видно, да? распознается. Все это видно. Мгм. Да, да, то есть ее сразу видно. То есть А, ему даже не нужно ничего говорить, то есть душу так распознают сразу же, кто она, что она, мгм. как, насколько она развита, то есть вот Мгм. ее, Мгм. ее полное состояние. Хорошо. Татьяна, давай узнаем, а должен ли человек слышать совет, видеть его или чувствовать? Да, да. Мгм. А как ему Да, потому что Да. совет это та, как бы инстанция для души, Мгм. да, которая может, ну, как подсказать Мгм. на ошибки, М. указать. Татьяна, а вот есть же наставник. Он А как это бы... через наставника. То есть связь идет с советом через наставника идет? Да, да, Не да, напрямую слышать. да. Нет, он может и напрямую подняться. Это право как, души. Но наставник- это тот же самый как бы помощник, Мгм. чтобы слышать совет, потому что информация идет наставнику, Так. а наставник уже говорит, физическому телу, Мгм. как бы помогает, да, Мгм. Мгм. соединиться именно, как бы слышать себя. М. Понятно. Вот и Мгм. все. Как Ну, куратор, человеку да. тоже, да, да. Хорошо, Олег, давай спросим, может ли человек просить помощи у совета? И что совет вообще может дать человеку? Ну, конечно, может, он даже должен всегда, то есть он Мгм. вообще, в принципе, вот у людей должно быть состояние такое постоянного диалога, да, с высшими. Так. Тогда, в Мгм. принципе, и вообще нет ограничений в просьбе, то есть вообще нет ни в чем ограничений. То есть человек, если он постоянно находится вот Мгм. в состоянии соединения, Мгм. тогда у него все происходит, все ладится, все, что, ну, то есть все в угоду душе, чтобы она была счастлива и радостна. То есть здесь вообще нет ограничений. То есть в космосе ограничений никаких нету абсолютно. Это у нас только на Земле в уме нашем ограничения, вот и всё. Понятно.
Мгм. Хорошо, Татьяна. А давай спросим тогда вот про совет. У них есть вообще какое-то настроение, там, веселое или строгое настроение? Да, есть. А Понимание такое есть, да. какое Но настроение? если бы, если человек обращается к высшим, да, как Так. постоянно вот, Мгм. то есть, как бы обращение, да, то есть ищет понимание, да, то Мгм. есть, вот именно как соединиться, то есть его желание как физического тела, да, то совет улыбается, он прям, у них слезы счастья. Мгм. Они очень радуются, что физическое тело хочет быть счастливым. М. Мгм. Если человек, не слышит никого, то есть, ну, как вот, нервничает, переживает и так далее, они начинают, настораживаться, совет, вот как присматриваться Мгм. уже. И вот этот как бы взгляд ихний, он это уже настороженность, да, для них. Мгм. 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 Вот. И если человек уже запутался, это именно, да, не пошел, ну, другим путем, это в понимании, да, обманывают людей, Мгм. обманывают себя, Мгм. то есть жажда наживы, именно, да, то есть ну, как бы насилие над людьми, то есть вот эта негативность, да, Мгм. вот, или мысли плохие, или кого-то обозвать, кого-то унизить, ну вот негатив, да, Ну вот да, этот, да-да-да. то выше уже встают, Мгм. идут к Создателю и говорят, что с ним делать. И Создатель говорит, что делать как бы с физическим телом. М. Мгм. Понятно. Все. И Олег. совет садит. Ага. Сейчас это, сейчас я расскажу. Смотри, садится совет, Так. они решают, что делать. Значит, сразу забирает ангелов, Мгм. архангелов отзывает, то есть как бы и все, и начинает учеба для физического тела. М. Жесткая причем. М. У нас, кстати, есть видеоролик, почему человек болеет. Откройте, можете посмотреть. Олег, а давай спросим, совет, они первые стоят возле Создателя, как бы по очереди, или какие? Ну, в принципе, вообще, ну, как бы создатель, да, понятно, что это первая инстанция, можно так сказать, да. Мгм. А вообще, в принципе, у них как бы очень, а, ну, то есть вот мы привыкли к отношениям на Земле, к таким, к вертикальным, да, то есть можно Мгм. сказать пирамидальным, да, то есть есть вершина власти и дальше Начальник, идет подчиненный понижение, и да, так далее. Мгм. да-да-да. А вот, там наоборот, то есть все идет, в горизонтальном плоскости, да, то есть Мгм. все, как и вот, мы можем сидеть за столом вместе с Творцом и с советом, и с наставниками, то есть все обсуждать один какой-то вопрос, причем и душа может прийти на этот совет свободно, да, то есть присутствовать Мгм. при любых, то Мгм. есть, там нет такого вот состояния, то есть, я выше тебя, ты ниже меня и так М. далее. Да, Мгм. есть Мгм. понимание какой-то субординации, да, то есть по росту души, да, то есть насколько она Мгм. младшая, маленькая еще, да, то есть Мгм. ребеночек или она взрослая. А вот что касается вот этой вертикали, ее как таковой нету. То есть все как семья, да, все как одна единая большая семья, и все хотят одного, да, чтобы ты вырос и стал как бы ближе к отцу и так далее, был счастлив. Мгм. Такое Хорошо, понимание. хорошо, Татьяна. Давай спросим, Или как Создатель. к совету относится Создатель? Это помощники его, это как правая рука. Мгм. Мгм. То есть у него дело в том, что показывает создатель, получает информацию через совет любого характера М. за душу. Мгм. То есть сначала идет совет, принимает как, душу, то есть и на перевоплощение, и наоборот с тонкого плана. Совет все рассматривает, все вот это именно как, до мелочей. Если, душа идет из как бы в тонкий план, да, то есть из Мгм. тела, вот, то, совет смотрит, просматривает все от начала до конца. И дальше они как бы свое решение делают. Все, они решили что-то.
Дальше представитель из совета Мгм. главный Мгм. встает, идет к создателю, и создатель смотрит решение, и он или подписывает, или не подписывает и говорит, я не согласен с этим пунктом. Мгм. И он зачеркивает все. Последняя инстанция – это создатель, конечно. Он смотрит, он все просматривает. Мгм. Давай узнаем, для чего Бог создал совет. Это получается как помощь, да? Как помощника. Да, 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 Мгм. как Хорошо. помощников. Олег, а давай спросим, а может ли создатель ругать совет или хвалить совет? Конечно, да. Ну, как в любой семье, это Мгм. есть такое понимание. Как в любой семье, да. То есть есть, вы понимаете, вот есть основное вот такое заблуждение у людей, Мгм. что Бог это некий каратель, который сидит только, да, и там ждет, как кого-то там покарать или там отправить в ад, там кипеть в Ну котлах. Ну, да. вот такое вот есть, да, понимание. Мгм. А если человек будет относиться к Создателю как к отцу, вот как вот на земле, да, вот отец твой, ты его Мгм. уважаешь, вы с ним общаетесь. Он чуть-чуть старше тебя, у него больше опыта, да, то есть у него больше понимания, у него больше видения. То Мгм. есть он прошел уже некоторые, да, степени жизни. И вот он тебя наставляет, он тебе помогает, он тебя обнимает, он тебя и ругает иногда. То есть он, ну, то есть, но это идет как семья, да, то есть идет такое отношение, как отец с сыном. Вот если это понимание немного в себя, то есть через такую призму смотреть на отношения с отцом, Мгм. то легче будет и соединяться и с наставником, и с советом, и так далее. То есть вот легче будет идти вот это соединение. Мгм. Хорошо. Татьяна, давай спросим, а всегда ли совет подтверждает свое решение у создателя? Да, всегда, всегда. М. Последняя печать именно ставится как вердикт Мгм. любого характера по любому вопросу. Это только ставит Создатель. Все, больше никто. Мгм. Хорошо, а давай спросим, а может ли совет полностью решить для человека такой вопрос, как жить или умереть, ну, на земле? Но не ставит знак вопроса, как решит Создатель. То есть это в его, то есть, ну, Совет показывает, Мгм. до этого еще люди не дошли понимания, Мгм. что тело вечное. Мгм. Вот, но совет показывает, что если душа бесконечная, да, то есть Мгм. как нету смерти для души, то бесконечность может и Создатель. Вот, как говорят, тело, и может быть вечное тоже. Только оно должно положить этот знак бесконечности на физическое тело. И все. А так есть такое понимание. Мгм. Хорошо, Олег, давай спросим, следит совет за человеком или нет вот на земле? Да, конечно, да, следит. Мгм. Следит, и они и сами следят, плюс сам наставник, да, плюс его ангелы, архангелы. Архангелы, они больше как информационные, да, то есть Мгм. приносят им информацию человеку, то, что им передают, то есть нужно, то есть на данный момент. Ангелы всегда присматривают за ним, то есть в всевозможных ситуациях, каких-то критических и так далее, они, то есть всегда рядышком. Высшее я, то есть это вот эта вся, так сказать, вот эта вся схема, да, построения, Мгм. как она Мгм. идет, это все именно для того, чтобы следить за человеком и помогать ему во всем. Мгм. То есть наша задача только стараться вот каждодневной практикой распознавать и слышать, да, слышать, видеть всевозможные знаки. Это нам всегда дают знаки, нам всегда дают понимание, информацию и так далее. То есть просто вот выйти чуть из этого общего шума, да, повседневного, вот Мгм. этой суеты, внутренней вот этой досады, боли внутри, Мгм. мысли и так далее. То есть вот это, как только убираешь это, то сразу же идет информация. То есть ты ее начинаешь распознавать из всего того потока. Мгм. А иначе ты просто его теряешь во всем этом потоке информации. Вот, и тем более сейчас в этот информационный
бомб, так сказать, да, вот вообще информации со всех сторон. Мгм. Понятно. Вот так. Хорошо, Татьяна, давай спросим, как человеку договориться с советом? Чтобы был договор, там, как душа, как физическое тело, чтобы договор был. Ну, выше показывает, во-первых, надо человеку остановиться, как физическому телу. И именно просить у высших убрать волнение внутри, мысли убирать Мгм. и просить понимания. Это разного характера молитвы. Это соединение именно просить как бы к Отцу, да, именно просить понимания у Отца. Это желание физического тела. И вот тогда пойдет именно для физического тела блага. То есть это как бы соединение его, как физического тела, Мгм. и души. То есть это получается, что человек как бы договорился, да, с советом? 50/50. Они еще смотрят совет. Мгм. А готово ли физическое тело соединяться с душой? И Так. готово ли физическое тело быть счастливым? Мгм. А что, бывает такое, что не готово, да? Да, бывает. Он отступает. То есть, вот, допустим, показывают, физическое тело молится, просит, да, Мгм. Мгм. какое-либо желание. Так, И потом ему дают знак какой-то, да, а он говорит, да, ерунда какая-то. То показалось, есть да? он не видит, Мгм. да, да, он не принимает, как А, физическое тело. Он сидит, смотрит телевизор, он всякую глупость смотрит, всякую глупость говорит, то есть вот как физическое тело. Мгм. И все. И выше вот смотрит на него, ну, не хочешь, не надо, все, и как бы Мгм. то, что он просил, ну, здоровье, допустим, как пример, да, рождение ребенка там, неважно, Мгм. там, встретить любовь свою, да, и так далее, любого характера, покупка там, или неважно. Это получается, что человек попросил и забыл, правильно я понимаю, об этом? А надо Нет, смотреть вот эти знаки, смотреть, чтобы понять, да, что надо делать, так? надо просто успокоиться и отдать все свои проблемы Отцу Небесному. То есть человек думает, или Бог, как Отец, наблюдатель, Так. или же он становится выше Создателя, да? Это Мгм. какого действия? Я человек, я все могу, я все. То есть это вот такая позиция человека именно. Мгм. То есть Мгм. он считает, что все, что он там учил, знал, да, вот именно как вот он же закончил, там вот выше показывают, да, 5 Мгм. институтов, да, что Мгм. он Бог, он может все и заработать, и как бы создать, и он такой вот великий. М. Ну, И понятно. всё. То есть Мгм. и высшие смотрят и улыбаются на этого человека просто с ухмылкой. Олег, а давай спросим, может ли человек продлить себе жизнь на Земле? И совет это решает или нет? Да, конечно, может. И это вообще как бы изначально есть в теле человека заложено, да, вот эта жизнь М. долгая, то есть вообще без. Мгм. а, Здесь в первую очередь нужно, как мы и говорили ранее, то есть это чистота души, да, чистота помыслов и вообще чистота информационная в твоей повседневной жизни. Мгм. И обязательно, то есть работа с телом, то есть потому что вот все, что мы в течение жизни проходим, да, оно отпечатывается так или иначе в теле в какими-то блоками, какими-то как информационные такие сгустки, да, Мгм. которые остаются в физике, как в неком носителе, да. Мгм. Мгм. И вот эти вот сгустки, даже если как-то ты очищаешь свой ум, разум и так далее, душу, Мгм. но вот эти вот, вот эта информация, как только а, на физике или где-то вот рядом с тобой всплывает какая-то ситуация, да, то эта информация из тела поднимается, да, и ты снова опять же в этой же в горести, да, допустим, ну вот как пример, у тебя там какие-то отношения с близкими, да, там, Да, неважно, с да. какими-то Мгм. самыми близкими, тяжелые отношения.
ты их очень трудно переносишь, да, там у вас, ну, то есть разрывы, еще что-то. Мгм. Это информационно откладывается в теле. И даже после того, как ты уже принял решение отпустить человека, сделать, ну, Мгм. то есть простить его и так далее, да, то есть это душевный покой ты получаешь, но в теле эта информация остается. И как только М. где-то всплывает момент какой-то похожий, да, то есть Мгм. как ключевой, это как ключ, это из тела опять выходит, то есть и снова у него воспоминания нахлынывают и так далее, и так далее. То есть вот это все, Хорошо, Олег, это а ты очень вот важно. ты как этот, как специалист по энергетической хирургии, скажи, а можно вообще вот это убрать, вот эти сгустки как-то удалить из Да, физического да, тела? да. То есть это все Это можно убирается? сделать, да. Да, это все убирается, да. Я именно это и Мгм. хотел подчеркнуть, что это именно убирается с помощью вот этой хирургии. Вот именно вот эти сгустки. Мгм. Мы, заметили, что практически вся информационная база, которая в течение жизни человек проходит, она так или иначе отпечатывается в теле человека. Мгм. Причем не всегда в лучшей степени, да. То есть, она может, потом перерастать на физике в виде проблематик каких-то, да, то есть, ну, как это может отображаться? Как, допустим, вот возьмем руку какую-то, да, она может дрожать, допустим, да, то есть как Паркинсон такой. Мгм. Или же отниматься какая-то левая часть тела, да, то есть это связано с такой-то тематикой. Или боли в ногах, или в пояснице, или тот же самый рак, да, то есть это тоже как некая программа, которая Мгм. информационная, да, которая вот в нем она зародилась, она осталась, и человек каждый раз ее подпитывает, да, то есть вспоминает, думает об этом, да, и вот эти его мысли, они и прогрессируют эту болезнь. То есть потом это происходит уже на автоматизме, то есть организм сам дальше принимает эту программу, и Мгм. это происходит как распространение, да. Вот. М. Но даже такого плана болезни можно лечить тоже через хирургию. Да, кстати, у нас есть ролик, мы записывали, называется, по-моему, энергетическая хирургия. Татьяна, есть там? Ну, давай спросим у совета напоследок, что-то есть добавить еще? Ну, совет говорит то, что открывается, вот, как Олегу, да, как другим Мгм. людям, ну, Мгм. как бы нашей команде. То есть каждому человеку открыты все дороги. Нет ограничения у Создателя и у Совета, и у кого бы там ни было, да, вот, высших инстанций, да, Мгм. навредить человеку и душе. Наоборот, они только будут рады и счастливы, что человек будет жить на земле здоровым, счастливым, богатым. Они, наоборот, будут ликовать. Для них это праздник, для всех. Вот сейчас мы наблюдаем все, да, как вот хлопают все совет, ангелы, архангелы, высшее я, все счастливы, Создатель, даже вот сейчас слезы Создателя, он очень рад этому будет. Вот и все. Это праздник для всех. Хорошо, я Да, да, тогда да, да. на этом я тогда благодарю совет, создателя, наставников, кураторов, Татьяну и Олега. И я прощаюсь с Благодарю. вами. Смотрите другие наши ролики.